Добрий день, друзі! Вітаю в галереї історії. Сьогодні до нас завітав ще один гість, який точно знає, що таке війна. Саме війна змусила його покинути свій дім, рідне місто, друзів, роботу і стати внутрішньо переміщеною особою, тобто переселенцем. Тож, давайте послухаємо його історію. Вітаю! Представтесь, будь ласка, хто ви, звідки, ким ви працювали в себе в місті? Добрый день, меня зовут Матиченко Андрей Станиславович, я с города Мариуполя, родился и вырос там. Как моя профессия, это тренер по греко-римской борьбе. Я работал с детьми от 8 до 14 лет. У нас сформировался там благодаря поддержке неравнодушных людей. У нас клуб борьбы. Материальная база была, я считаю, одна из самых неплохих в городе. Были результаты, успехи, призеры, чемпионы Украины, первенство города, первенство области. Вот так вот. Андрій, саме Маріуполь сьогодні став містом-героєм, символом спротиву українського народу проти російського. А Маріуполь відчув, що таке війна ще в 2014 році. Розкажіть, будь ласка, трошки свої спогади саме 14-й рік, чому ви не поїхали, а залишилися в місті? Мы не все понимали. В 2014 году это было все очень неожиданно. Люди, которые представляли во многом власть, в какой-то момент отошли. Это было, я думаю, как для многих это было очень неожиданно. Но у меня была работа, профессия. Были там сомнения, ехать или не ехать, но, в принципе, потом у меня как раз начались проблемы у нашего вида спорта в городе Мариуполе, так как упал основной спонсор, обанкротился завод «Азовмаш». И стоял вопрос выживания этого вида спорта. И плюс еще война. И, решил остаться в городе и делать то, что я могу для своей семьи и для своего вида спорта. Там оборудование сохранить, набрать людей. Был такой определенный период, что вообще в городе очень было мало людей оказалось. Я остался, тоже благодаря поддержке товарищей. И нам получилось сохранить определенные ростки греко-римской борьбы, которые в дальнейшем дали свои всходы. Война в 2014 году не так она опалила Мариуполь, но тоже досталась. Тогда обстреляли микрорайон Восточный. Это одна из окраин города. Она ближе к Новоазовску, и там погибло 50 человек. Получается, никто этого не ожидал, и рынок там этого микрорайона, жилой сектор, многоэтажки попали под обстрел. Там, насколько говорили, град, ураган, я не помню, но погибло очень много людей, для всех это был шок. Но постепенно, на протяжении с 2014 до 2022 года Мариуполь начал развиваться и... Тобто у вас відчуття з 14 по 22, що місто розвивалось чи занепадало? Сложные. Было много сложностей. Но то, что городская инфраструктура вышла на качественно другой уровень, это, мне кажется, там с этим никто не будет спорить. Но вопросов много было.
так как все понимают, что ситуация сложная, но именно если брать по городской инфраструктуре, были улучшения. І тому ви не бачили приводу, щоб покинути місто. У меня никогда не было мысли, чтобы покинуть. Потому что я родился, вырос в этом городе, много отдал. Там родители, скажем, отец похоронен, его. Как бы у меня никогда таких мыслей не было. Даже в самые тяжелые моменты. Добре, давайте ви згадаєте зараз саме свої емоції, відчуття, почуття, які ви відчули 24 лютого, коли було оголошено повномасштабну війну. Слишком много было как бы работы, и она где-то поглотила, и там семейные дела, работа, и немножко мы выпали из потока. И не все сразу поняли, что случилось. Никто, скажем так, не мог представить, что дойдет вот до того, что случилось. Поэтому особых эмоций, ну, тогда еще было это не так, 24 лютого, ну, то, что там у нас постоянно в городе что-то гремело, мы к этому, ну, более-менее привыкаем, ну, человек ко всему привыкает, и мы к этому привыкли, и для нас это не было шоком. А коли ви відчули, що війна от саме прийшла в ваше місто, в вашу родину? Коли прийшло це відчуття страшної війни? Ну, я жил у нас в семье, ну, как моя мама, она с нами жила. Для нее это был... Начались перебои со светом, с водой. Ну, вот. Для літніх людей это особливо. И я вижу, что ей было очень тяжело. Вот я понял, что что-то, ну как, ну не то, что не так, а пришло в нашу семью, что человек не может прийти в себя, спит там не у себя на кровати, а межкомнатными, ну, в коридоре, чтобы не попасть под обстрел. Ну, ты видишь, что человек близкий страдает, но ты ничего не можешь делать. Это, ну, это было такое, ну, как первая ласточка. Угу. А коли ви прийняли рішення, що треба їхати з міста? От коли б оця, скажімо так, остання крапля, яка переповнила ваше це почуття любові, терпіння і все ж таки змусила вас покинути рідне місто? Ну, это не было там какое-то решение. Мы жили до 2 марта, отключили свет, мы начали готовить на костре, огне. Линия фронта приближалась к нам. 8 марта, ну, где-то после 3-4 марта я привел родителей, ребенка, там, першу жінку. Ее маму, они переехали в бомбоубежище, я еще ночевал дома. 8 марта мы встречали, как бы, я встречал сам у себя с подъезда, праздновали Международный женский день под обстрелами, можно сказать. Мы смеялись, это как Д'Артаньян и 3 мушкетера, когда они в крепости закрылись, и там под обстрелами у них был, типа, как такого, как фуршета, ну, был такой эпизод там, Боярским, ну, вот, когда они сидят, вот, ну, вот что-то такое. Мы жили до 25 марта в бомбоубежище. Было очень много вопросов незакрытых, так как в городе не было связи, перемещаться было очень тяжело, поэтому, скажем, я не собирался уезжать, старался... Какая-то ответственность была перед людьми в бомбоубежище, ну, там люди приезжали, уезжали. Ну, встретил товарища, связался с ним, коллега мой по работе, у него сгорела машина, он вывозил семью, все живы остались, слава богу, но он попросил помощи. Ну и мы вышли, я решил ему помочь, и мы выехали 24 марта из города на, ну, его семья, моя мать, и мы выехали из города.
25 марта. Ну, мы выехали в село под городом, там они не пострадали практически, там можно было жить. Ну, вот, скажем, вот такой был эпизод. А опишіть свій побут, коли ви жили під обстрілами. Тобто ви кажете, що сім'я жила постійно в бомбосховищі. Ви навідувалися додому, так? Як здійснювалося забезпечення водою, їжею? Со 2 марта не стало света, а если света нет, то отключается насосная станция, соответственно, не стало воды. Стал вопрос, ну, еда была, но надо было ее приготовить, не было огня. Навыков таких походных у меня было мало. Ну, спустились вниз. Там люди были, которые умели готовить. Начался такой импровизированный субботник. Рядом был магазин, там стоянка, оттуда принесли вот эту будку, туалет, там выкопали яму, наносили кирпичей, дров. И под домом сделали такой мини-мангал. И начали, ну, туалет сделали, мини-мангал, и там начали готовить женщины, и жарить, готовить. И вот люди, как скажем, выживать. Питьевая вода я до этого приготовился, у меня была. Ну, вот так вот первый, ну, немножко пришлось поголодать. Ну, я имею в виду, потому что не было навыков приготовления. Ну, в этом были как бы сложности. Наверное, это больше всего волновало. А потом с 7 марта, когда, или чуть раньше, линия фронта близко к нам подошла. Мы на 7 этаже жили, там особенно слышно было вот эти звуковая волна, Угу. взрывная волна, она очень громко шла, и тяжело было отдохнуть нормально, ты постоянно в напряжении. Я отвел маму в бомбоубежище рядом с нашим домом, но там были очень плохие условия, она была не подготовлена. Это технический подвал техникума. Там, ну, было тяжело. Ну, потом, скажем так, повезло, я работал в школе тренером, я знал, что там что-то было оборудовано. И я смог, еще на машине можно было ездить, я смог еще забрать ее оттуда и отвел в эту школу. Там было оборудовано, ну, такое бомбоубежище на цокольном этаже. Ну, там она стала там. И туда я уже привел дочку, жену, ну, первую жену и тоже и тещу. Больше вот они как бы все вместе. Ну, там самое главное, там была столовая, там работала в школе. Тобто там харчування було, да? Да, и Забезпечено? там был генератор, электричества не было. Ну, хотя бы раз в день можно было покушать горячую пищу. Это было как бы самое главное. Ну и в коллективе там что-то у тебя не получалось, тебе подскажут. Вот я их отвел, а сам оставался пока дома, сторожил. Ну, вот так вот. Коли ви від'їжджали, ваш будинок був цілий чи вже був зруйнований? Там началось в нашем районе начались интенсивные бои. Я даже не мог посмотреть, потому что далеко. Потом прислали фотографию, что дом, ну, как бы это многоэтажка, он был не полностью, но над нами попал снаряд, ну, над нашей квартирой. Потом в соседний подъезд попало несколько снарядов. И там шли обстрелы снайперов. Ну, дом так... Не скажу, что... Ну, я не специалист. Он пострадал, но в какой степени я не могу сказать. Ну, то, що води, То є світи. вірогідність того, якби ви там залишилися і далі
охороняти свою квартиру, то ви б могли загинути. Да. Ну, там, я был там, соседи все наши выехали 16 марта, как я потом узнал. Я там был последний раз, там, ну, я не помню, 13 марта. И я уже тогда пришел за вещами и попал под обстрел. Я еле успел спуститься. Но я уже понял, что как бы, ну, было это очень такой адреналин, хороший прыск адреналина был. Как бы, что уже туда, в этот район ходить, как бы опасно. Это буквально от нашего бомбоубежища, ну, 15 минут. А, те бомбосховище, в якому знаходилась ваша сім'я, скільки людей там було? Скільки от людей жило? Первоначально 250, где-то 300 человек. І ця кількість постійно збільшувалася. Там была такая миграция. Кто-то ушел, кто-то пришел, кто-то приходил в день, а на ночь уходил. Ну, Мгм. ну, ну там считали, что там максимально там где-то 200 человек, может быть, 215, 220, ну, вот так вот. Ну, питалось, скорее всего, по-моему, 250 человек. І коли ви виїхали з Маріуполя? 23 марта, ну, что такое. Це був оголошений зелений коридор. Чи ви на свій страх і ризик поїхали? Там не было официально, ну, пытались оголосити зеленый коридор, но это все люди выезжали, начиная с 15 марта. Люди многие уже в панике рванули, как бы на окраину города, и там проезжали. Зеленых коридоров, связи не было. Зеленых коридоров как таковых не было. Люди садились, ехали и уже формировали как бы колонны. И этими колоннами ехали на выезде из города. Там стояло несколько блокпостов. Украина, ДНР, и там уже Розкажіть проверяли. трошки докладніше, от як ви долали ці блокпости, що запитували, що перевіряли? Мы 23 марта, у меня в машине было 4 женщины, 2 детей. Ну и я. Мы проехали. Ну, очередь 1,5-2 часа. Потом нас начали проверять. Ну, вытаскивали вещи, проверяли все, что, как. Да, мы там раздевался, мужчины раздевались до пояса. Ну, я за себя говорю конкретно, там показывали, есть ли следы от военных действий или нет. Ну, я разделся, показывал документы. Женщина в машине, она была с детьми. У одной 2 детей, у одного ребенок. Но она телефоны проверяли, она фотографию не убрала. Ну, молодая. Там фотография, у нее муж военный или что-то такое, но я не знал этого. Ну, вот она, там из-за нее там немножко такой казус был. Ну, слава богу, как бы ее никто не тронул, Тобто выпустили. її не хотіли випускати з-за того, що в неї чоловік військовий? Ну, ее не то, что не хотели, начали вопросы задавать. Кто, что, как. Ну, была там, ей было где-то 22-23, там с ней была мама ее. Ну, мама, как бы разумная женщина, смогла ответить на эти вопросы, все. Ну, там была фотография в телефоне, и фотография как бы усложняла всю эту деятельность. То коли ви готувалися їхати, ви вже знали, вас хтось попередив, що треба чистити телефони, що телефони перевіряють, і нічого такого проукраїнського не повинно бути, так, в телефонах? Не только про украинское, ну, разных каких-то вопросов, чтобы не задавали вопросов. Ну, да, знали, что телефоны проверяют. Ну, поэтому как бы подстраховаться. У меня все телефоны сели без зарядки, поэтому я особо, как бы, у меня волнений по этому поводу не было. Ну вот с этими девчатами немножко получилось по-другому.
Ну, вам вдалося, і ви всі. Да, да, да. Нас выпустили. Я не скажу, что нас там особо и задерживали. Ну, как, ну, дольше, чем всех там немножко были нервные моменты. Но, в принципе, выехали, все нормально. Вам не пропонували їхати, наприклад, не до України, а на територію ДНР, ЛНР? Нет. Ні. Город в результате военных действий был поделен на две части. Это левый берег, и там, где я находился, это ближе к центру. Нам было выезжать удобнее в сторону вот сюда, Запорожья и все остальное. И все понимали. Как раз это был март месяц, это разгар военных действий. Мы проезжали через украинскую территорию, потом, ну так, она фрагментарно. Территория занята украинцами, потом ДНР, потом опять украинцами. Ну, туда об этом с левого берега. Я знаю, что туда, в сторону Украины, очень сложно. Поэтому люди ехали в сторону России, чтобы как-то выбраться. Ну, у каждого там своя ситуация была. Ну, вот так вот. Мгм. А зараз я знаю, що ви зупинилися в Запоріжжі. Да. І скажіть, чому саме в Запоріжжі, чому не поїхали далі? Ну, в Запорожье, Бо я знаю, що саме з Маріуполя мало людей залишається тут, бо з Запоріжжя за 30 кілометрів до бойових дій, і маріупольці досить налякані цими подіями, вони їдуть далі. Запоріжжя стає таким просто пунктом, де можна перепочити, підлікуватися і їхати далі. ну, я думаю, многие, кто для себя какой сделал, если человек, там, женщина с детьми, они понимают, там, или за границу человек хочет выехать. Я хотел бы продолжать свою там деятельность, как-то там работать, пока Запорожье мне подходит, потому что в Запорожье есть греко-римская борьба, в Днепре есть греко-римская борьба. Ну, место такое могу ездить между двумя городами. Ну, а то, что сейчас, мне кажется, на всей территории Украины небезопасно. Поэтому Запорожье такой же город в этом отношении, как и все. А розкажіть, як Запоріжжя вас прийняло? М, Ну, город напоминает Мариуполь, промышленный город. Здесь я встретил коллег с Мариуполя, они мне подсказали, как жильем э, помогли. Потом я познакомился и обратился, там мы живем, гидротехнический колледж, к руководителю гидротехнического колледжа. Он помогли с залом, чтобы это можно было тренировать без проблем. Здесь также я хожу на тренировки. Федерация, ну, в зал, там тренируют представители Федерации греко-римской борьбы Запорожья. Там Алексей Дорогань. Ну, много ребят, они помогли мне немножко адаптироваться. Я с ними хожу, тренируюсь и, да, скажем, помогает как психологическая адаптация. Ну и Ну, город, то, что он ближе всего к Мариуполю. Тут выходит много людей с Мариуполя и воспитанников моих. Я думаю, что он мог бы тут более полезный, чем где-то там дальше. Андрій, я знаю, що не тільки ви тренуєтесь, а ви ще й продовжуєте займатися тренерською діяльністю. Кого ви тренуєте зараз? Я тренирую детей, я тренирую в зале, который находится в Запорожье, возле моего места проживания. Там много детей-переселенцев в Запорожской области. Есть несколько мариупольцев. Они не борцы, но в качестве физподготовки. И езжу по Днепр. Там устроился на работу. Ну, тоже там помогаю с тренировками с детьми. Организовать работу в секции греко-римской борьбы.
Тобто, з вашої відповіді я зрозуміла, що ви все рівно не покидаєте думку повернутися в місто, якого майже немає, воно розстріляне, розбомблене. Ну, когда мы уезжали с Мариуполя, у меня не было мысли, что я туда не вернусь. И, ну, так как информации было мало, мы думали, что будут какие-то договоренности, место сохранят там, ну, мы не представляли, что ну, что вот так вот, скажем, его вырежут и да, такого понимания не было и думали, что мы достаточно скоро вернемся в город. Или будет какое-то перемирие, чтобы можно было приехать, забрать там ближайших родственников, еще что-то. Ну, ситуация, скажем, видим, что она не идет к какому-то угасанию, а наоборот только разгорается, поэтому надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. А на вашу думку, чому саме так російська армія жорстко розправлялася з Маріуполем? Чи не тому, що в 14-му Маріуполь вистояв і не здався? Чи може, на вашу думку, якась інша є причина? Я не знаю, я тренер, у нас слишком, как скажем, такой информации было мало. Мы единственное, что кто-то ждал, ну, я имею в виду, как ждал, что вот такие события будут. Мы не предполагали, что что вот так это все случится. Поэтому то, что погибло очень много людей, это большая, как бы, трагедия. Но из-за чего это так и почему случилось, сейчас я не могу дать ответа. А зараз у вас залишається хтось із рідних, із друзів у Маріуполі? Залишився? Конечно, там осталось много коллег, воспитанников, которые по разным причинам не могут уехать, ищут там своих родственников потерянных, там еще кого-то. Ну, там достаточно много людей. Там, мне кажется, там больше 100 тысяч человек. Залишилося. Да, да, да. Которые, ну, и физически не смогли выехать, и еще по каким-то причинам там проблемы с родственниками. Ну, там достаточно много. И, ну, я что по работе могу сказать, что воспитанников моих много, с которыми я связь. Сейчас только началась как-то появляться связь, я их там нахожу то одного, то второго. Ну, вот так вот. Андрій, дякуємо вам за таку відверту бесіду, і наша зустріч добігає кінця. І зараз ви можете звернутися з порадами або пропозиціями до глядачів, які будуть переглядати це відео. Ну, что я как бы вынес из опыта вот этих событий, ну, опыт этих событий показал, что вот взаимовыручка, поддержка между людьми, вот как мы жили в бомбоубежище, в коллектив, который был в нашем доме, в нашем подъезде, там было несколько коллективов за эти 20 дней, очень был такой насыщенный, практически без интернета, без связи. Но показал, что это взаимовыручка и поддержка людей, она помогает преодолеть, ну, очень многие проблемы.
Мне очень многие люди помогали. Я старался, ну, насколько я мог. Думаю, может, можно было и больше помогать. Ну, то, что мне многие помогали, я благодарен этим людям, которые мне помогли и в Мариуполе, и за пределами Мариуполя, коллегам своим. Вот эта взаимовыручка и поддержка людей, она помогает преодолеть вот эти сложности и трудности. Дякую, Андрій, за інтерв'ю. І Мгм. сподіваюся, що настане той час, коли ти повернешся в рідне місто, в Дякую. Маріуполь. Дякую вам.